Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето, и мы продолжаем показывать самые классные места для отдыха в Паттайе. И сегодня мы приехали на север города, чтобы посетить безлимитный суши-буфет. Он называется Хару. Отзывы у него потрясающие. Вот так выглядит заведение со стороны. В субботу-воскресенье лучше бронировать, потому что заведение пользуется большой популярностью. Мы пришли в пятницу и узнали, что есть свободный стол, но только на 1,5 часа. Вообще вы здесь заходите, оплачиваете и можете есть сколько угодно на протяжении 2 часов. Но так как мы не бронировали, остался стол на 1,5, я думаю, что нам хватит. Мы заходим внутрь. Посмотрите, здесь достаточно много столов. Есть столы на большие компании. Вот такой вот, thank you. Один столик на 2. Ой, как все красивенько. Атмосфера волшебная. Как в Японии или где-то в Китае. Посмотрите, здесь есть 3 пакета. Можете выбрать любой. Первый Silver буфет за 699 бат. Он включает вот эти блюда. Можете заказывать с этих страниц все, что захотите. Дальше идет пакет Gold за 799 бат с человека. И здесь показано, какие блюда вы можете заказать, если возьмете Gold буфет. И самый крутой Platinum буфет за 999 бат с человека. Здесь тоже очень классный ассортимент еды, мясо, морепродукты. Смотрите, даже есть ребрышки. И что интересно, за 49 бат с человека плюс налог 7% вы сможете взять безлимитный буфет на напитки, что тоже очень классно. Не прошло и 5 минут, как первое блюдо уже на столе. Давайте пробовать. Вообще, это заведение нам посоветовали зрители. Сказали, что здесь очень вкусно, красиво, атмосферно. Обязательно стоит здесь побывать. Начну я с сашими из тунца. Дали такие палочки. Текс. Коснемся соевого соуса. Очень вкусно, между прочим. Свежайшая рыба на подушке изо льда. Здесь еще у нас, кажется, редька натерта. Кстати, в этом буфете действует правило. За каждые недоеденные 100 грамм вам придется доплатить 100 бат. Поэтому при заказе будьте внимательны. Есть блюда очень красивые сверху, но внизу много риса. И, к примеру, если вы это берете, то вам придется весь этот рис съесть. В общем, смотрите меню внимательнее. Мне очень понравился сашими из тунца. Теперь пробуем лосось. Кто хочет пополнить запасы омега-3 в организме, обязательно стоит сюда прийти. Здесь, кстати, можно не только заказывать по системе шведский стол. Можно сюда прийти и заказать по меню. Блюдо в среднем 130-150 бат. Взять только то, что вы хотите, и насладиться вкусной едой. В общем, ребята, как вы знаете, у каждого заведения есть как хорошие, так и плохие отзывы. И насчет плохого. Люди пишут, что здесь роллы подают вкусные, но на них много майонеза. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Посмотрите, здесь, допустим, есть майонез, и здесь тоже есть майонез. Это еще пока не все роллы принесли. Рыба, смотрите, кусок большой, видно, хорошо пожарен. И набор сашими обязательно надо брать. Здесь чистая рыба. И кусочки, посмотрите, они прям жирные, здоровые. Не экономят. Но вот здесь вот, если здесь смотреть, здесь кусочки уже прям тоненькие. Может, это и к лучшему. Если вы много блюд наберете, то сможете это все съесть. Еще, посмотрите, принесли красную рыбу в соусе терияки. Видно, что здесь достаточно много соуса. В общем, готовить действительно очень круто. Не просто, знаете, тяп-ляп, где приходишь в безлимитный буфет, и там всякая ерунда лежит, ты это набираешь, как будто ролл с рынка, да? Нет, здесь прям вот все как в ресторане, и цена действительно оправдана. Итак, давайте попробуем роллы, как здесь делают. Добавляем чуть-чуть васаби и пробуем. Роллы действительно вкусные, необычные. Какой-то зажаренный бекон сверху. Это, похоже, тунец, но по вкусу такое ощущение, что ешь бекон. Майонеза здесь не так много, особо и не чувствуется. Рис хорошо проварен, но он немножко такой тягучий. Тоже это на любителя. Смотрите, не сказать, что здесь прям один рис. Внутри еще вот этот лист нори. Классно сделаны роллы, не просто вот на отстань, так сказать. Мне нравится, молодцы. И еще обязательно попробуйте ролл с трюфелем. Прям яркий трюфельный вкус. Такое чувство, вот я в Италии. Не знаю, что за соус такой, но прям ощущается трюфель. Обслуживание быстрое. Официанты все подробненько объясняют. Эту рыбу я готова есть каждый день.
Причем такие кусочки жирные. Не просто там сухой хвост какой-то дали, а именно отборные. Это приятно. Ребятки, как классно в Таиланде. Вот зрительница, которая посоветовала этот буфет, написала: в Москве за эти деньги и половины не будет. Так здесь классно, так вкусно. Мне кажется, здесь очень крутой повар, потому что блюда, они не просто какие-то шаблонные, они как будто авторские. Соус интересный. Даже вот этот, посмотрите, какой-то желтенький соус, который идет к красной рыбе, она подается с чесноком, просто улет. С этого заведения вы можете начать свой отдых в Таиланде или завершить на красивой такой приятной ноте. Можно отметить день рождения. А что, вам дарят, допустим, 1500 бат, 800 вы платите за человека. Еще и в прибыль оставить. Не, серьезное место топ. Мы взяли горячий чай, зеленый. Там безлимитные напитки, можете брать, что хотите. Алкоголь можете заказать отдельно. А горячий чай пей сколько хочешь. Лимонады тоже. Но вот этот зеленый чай, он настоящий зеленый чай. Странный вкус какой-то рыбы. Как будто из рыбной чешуи. Уже который раз заказываю настоящий зеленый чай и удивляюсь этому привкусу рыбному. Ну, может, полезный. Во всяком случае, холодное сейчас точно не хочется. Вообще, я бы сейчас не отказалась от вилки. Здесь, наверное, специально вилки не дают, потому что вилкой ты быстро все съешь. А ты попробуй все съесть палочками. Или ножик. Посмотрите, какой красивый кусочек красной рыбки с соусом и овощами. Вот опять же, соус клевый. Не просто вот налили какой-то соус из макро, он всегда чувствуется. Как будто они вот тут готовят, и он, не побоюсь этого слова, изысканный. У рыбы тоненькая хрустящая корочка, и она сочная, мягкая внутри. Вот это блюдо 5 из 5. Интрига вечера. Какая рыба вкуснее? Вот это с овощами. Или же та, что в соусе терияки. Делайте ваши ставки. Ой, ребята, как хорошо тут. Даже настроение поднимается, когда сидишь в таком красивом месте, ешь такую вкусную еду. Вот это вкуснее. Более привычная. Я соус терияки-то особо и не люблю. Это Саша его любит. Ему может понравиться. Если хотите очаровать девушку, пригласите ее в этот буфет. Вам не надо будет много разговаривать, она будет увлечена едой. Однозначно свидание получится хорошим. Никто не наговорит лишнего, потому что на это нет времени. Вкусная, как в санатории. Она, просто как рыба жареная, без каких-то добавок. Блюдо вот это, которое по левому борту от меня, мне нравится больше. Не, вкусно. Здесь все вкусно. Но есть какие-то фавориты. Что это такое беленькое? Возьму немного. Это не очень вкусно. Даже не знаю, что это такое. А это точно надо доедать? Вот лимон надо доедать, васаби, чтобы не платить. Я точно это не доем. Ребята, если вы пойдете в Паттайе в какое-то фильдеперсовое заведение, где подают вкусные суши и роллы, то там вот один стейк вот такой будет стоить бат 400-500. Поэтому даже не думайте, приходите. Это никакая не реклама, нам никто за это не платил. Они даже не знают, что мы пришли снимать и кто мы вообще такие. Просто рекомендация от души, чтобы у вас было такое место, копилочку ярких впечатлений, в которое захочется возвращаться в каждую поездку в Таиланд. Вот я думаю, это как раз одно из этих мест. Несмотря на то, что оно находится на севере, стоит до него доехать. За такси мы отдали 130 бат с Джомтьена. Как красиво готовят здесь еду. Получается, кухня открытая. Вы можете посмотреть, из каких ингредиентов, каким способом проходит приготовление. Даже наблюдать со стороны за этим интересно. В этом буфете вы также можете заказать сырые продукты и самостоятельно их здесь приготовить. Вам принесут такую установку. Но знаете, мы не стали такое брать, потому что у меня 2 часа уйдет только на то, чтобы разобраться, как это работает, и что с этим сделать, и как это сварить вкусно. Поэтому мы не стали такое брать. Взяли уже готовую еду. В Паттайе очень много безлимитных буфетов, где вы можете самостоятельно варить и жарить. Но здесь, мне кажется, классно именно наслаждаться готовыми блюдами от шеф-повара. В этом заведении не замечено никакой хитрости. А знаете, бывает так, заказываете еду в таких местах, и вам полчаса несут, типа, мы вам час будем только блюдо нести. Нет, здесь такого нет, очень все быстро приносят, забирают. Вы можете даже это оценить по посадке. Очень много столов занято, которые свободны несколько, они зарезервированы. Вот последний стол на двоих остался. После нас пришли ребята, но, правда, их было 4. И им уже стола не досталось, они ушли. Но они сделали бронь на завтра. А я тем временем попробую курочку. Какая вкусная, сочная, красивая.
жирноватая, потому что хорошенечко так зажарена, но эта зажарка дарит ей хрустящую вкусную корочку. Чем-то напоминает курочку из KFC, только не остро. Но что еще важно, блюда здесь не острые. Остроту можете сами регулировать васаби. Ребята, ну вообще красота. Здесь даже есть вилки. Мне Саша сейчас раздобыл. К сожалению, практически уже все съели, но я все равно ей воспользуюсь. А еще мне Саша принес, смотрите, что. Как вы думаете, что это? Это Кока-Кола. Я сначала подумала, кофе, что ли? Он говорит, стаканы только такие. Ой, люблю начинать день с чашечки ароматной колы. Аромат сближает. Мы уже наелись. У нас осталось полчаса, при условии, что столик был на 1,5 часа, а не на 2, как обычно. Я думаю, что мы за полчаса справимся, а представьте, так еще час бы остался, тут, конечно. Я не знаю, как так получилось, но я взяла, разлила в соевый соус на белоснежную юбку. Девочки меня поймут, это очень плохо. Может, знаете какое-то средство, которое быстро избавляет от пятен? Я знаю, что многие солью посыпают, и жирное пятно перестает быть жирным, и потом легко отстирывается. Саша говорит, надо в сумке носить какое-то средство, которое быстро избавляет от пятен в таких ситуациях. Но я потерла льдом, и все отошло. Ну, там пока мокрое, не знаю насколько, но вроде как ничего не видно. В этом году мой брат ездил на Черное море, и кто ездит на Черное море, я думаю, знает, что там бывают периоды акклиматизации, когда ходишь там в туалет, вернее, бегаешь очень часто. И он мне рассказал про лайфхак, как избавиться от этого эффекта диареи. Он сказал, что когда они приехали, они каждый день выпивали по баночке Кока-Колы. И у них за все время отдыха ни разу не было проблем с желудком, представляете? И я, думаю, не знаю, правда, неправда, Кока-Кола, может, действительно работает, как, знаете, убивает все вредное и полезное, бактерии, прочищает там. Я сейчас решил протестировать, чтобы точно не было никаких проблем после посещения. Вы, наверное, спросите, почему мы не взяли Персея с собой сюда? Мы хотели, но он не любит японскую кухню. Мы ничего не навязываем никому, не любит, так не любит. Мы закончили с нашим ужином, и у нас осталось 10 минут, мы все доели. И за это время хочу вам показать наш счет. Все вышло на 1696 бат, плюс налог 118 бат, итого 1814 бат за двоих. Не скажу, что это дешево, но и не прям чтобы дорого для такого разнообразия, для такого предложения. В таких заведениях, если они классные, вот как этот буфет, я считаю его классным, все хорошо, кроме одного. Не знаю, может только у меня так. Может, у вас тоже. Я постоянно смотрю на время. Ем, а в голове крутится эта мысль, а сколько у меня осталось по времени, а успею ли я все доесть? Плюс за 15 минут он подошел, сказал, у вас осталось 15 минут. Моя первая мысль, а успею ли я все доесть? Хотя очевидно, что успею. Не можешь как-то расслабиться на 100%, наслаждаться едой, разговорами, сходить в туалет, помыть руки, пофоткаться. Ты постоянно думаешь про время. И когда я думаю про время, я не могу расслабиться на 100%. Может быть, только у меня так. Напишите в комментариях, как бы вы чувствовали себя в таком заведении, где ужин ограничен по времени. А так, 10 из 10. Ребята, также здесь есть мороженое, поэтому если захотите полакомиться, обязательно возьмите. Еще на входе в этом заведении установлена вот такая линейка. Дети вот до этой отметки по росту бесплатно. Вот до этой по детскому тарифу. Ну а дальше уже за полную стоимость. Не смогли уйти отсюда с пустыми руками и взяли, посмотрите, вот такой японский пирожок. В такую красивую коробочку нам его упаковали. Внутри начинка из дуриана. Есть дуриановый, а есть черный шоколадный. Стоит 165 бат. После ужина собирались на массаж в наш любимый салон. Я даже нашей любимой массажистке шоколадку из России везу. Но они дошли, потому что мне нужно было срочно зайти в H&M. Я где-то потерял свои шорты. Не знаю, то ли в Турции, то ли в Милане. А я так хочу тут заниматься спортом. И я зашла, чтобы купить эти самые шорты. Но помимо шорт купила еще много чего интересного. Вот, посмотрите, такой купальник. Вообще классный. Такой классный. Очень мне понравился. Льняная рубашка. Белая, светлая. Знаете, вот даже на пляж, на купальник так надеваешь. И красота, посмотрите, здесь так все красиво и недорого. Вот, можно так, можно завернуть на купальник
и очень красиво. Даже где ты сидишь в кафе, там, в торговом центре, прохладно, в сумку бросил эту рубашку, надел, когда надо. Мягкая, такая приятная вообще. Дальше мои любимые футболки H&M для дома и вообще поехать куда-то вот на машине долго далеко. Легкие, невесомые и фасон такой классный, широкий такой ворот, цвета красивые, пастельные. Взяла 2, взяла бы 3, но 3 не было моего размера. Просто идеальная базовая футболка. У меня несколько штук есть, но они испачкались так сильно, уже неприятно носить. Собственно, шорты взяла. Они не совсем спортивные, но я-то спортом сильно не занимаюсь, так тянусь, китайскую гимнастику делаю, вот, растяжку, отлично. Вот такую, тоже для дома. И вот посмотрите, она стоит 179 бат за роскошную футболку. Вообще, и в ней спать хорошо, и гулять хорошо, и дома быть хорошо. Ну, еще на спорт вот такую укороченную взяла за 399. Кстати, купальник стоил. Вот всем интересно, почем купальники в Таиланде. Если вдруг забудете купальник в Таиланд, ничего страшного, здесь полно их продается. 1099 бат за такое роскошество. Просто как с обложки журнала, как с подиума, идеально, ничего лишнего. Такая красивая вот эта вот у него полосочка. Влюбилась с первого взгляда. Все мои покупки в H&M вышли на 5100 бат. И, проходя мимо дурианов, не смогли не взять кусочек. Посмотрите, 100 грамм 89 бат. Такие красивые плоды, большие, поменьше. Прямо здесь их разделывают. Мы взяли такой кусочек, на 120 бат он вышел. Давайте попробуем. О, блокбастер на нашем канале, как я часто говорю. Не с первого раза у нас случилась любовь с дурианом, но потом я дала ему второй шанс, третий шанс. И понравился. Как крем от торта «Медовик». Сладкий, ароматный, кожица плотная, внутри мягкий крем. Такой хорошенький. 5 из 5. Когда настолько любишь, что вонь не замечаешь. Это, знаете, вот бывает, у человека есть недостатки, но ты вот так сильно любишь, что на недостатки уже не обращаешь внимания. Вот так же и с дурианами. Самый вкусный десерт. Кто бы мог подумать, да, что я так скажу? Правда люблю. Просто первый раз, когда я пробовала, нам попался не самый лучший экземпляр. Вот теперь мы научились их различать и знаем, какой эталонный. Напишите в комментариях, любите ли вы дурианы. Мы решили немного прогуляться и дошли с севера до центра. Я не знаю, время пролетело незаметно, и раз мы уже проходим мимо Централ Фестиваль. Что хочу сказать, здесь очень много туристов, Паттайя, как всегда, живет, активно развивается, веселится. Отовсюду моя любимая рокерская музыка так и тянет засесть в каком-нибудь баре. Но у нас на завтра планы, поэтому сегодня Что необычного сейчас произошло? Мы проходили, там по одной улице, и стояли девушки, как на подбор, на каблуках, красивые такие. Мы проходим, как обычно, никого не трогаем. И тут она меня вот так за руку ласково берет ногтями. Я не знаю, я что так испугалась и не ожидала. И я такая... Даже смешно вспомнить. Я просто не ожидала, она сама испугалась, и я испугалась. Просто обычно они ко мне не проявляют интереса, а тут вот такой контакт. И я хочу что сказать. Вот мы с Сашей идем, смотрим на все это вокруг, и здесь уже все такое привычное, родное. Мозг уже давным-давно дал всему объяснение. Ты идешь просто спокойно, гуляешь, делаешь свои дела в своих мыслях. Но вот если сейчас сюда забросить какого-нибудь нашего родственника, допустим, который никогда не был в Таиланде, он просто обалдеет, он будет в шоке, возможно, даже испугается, потому что очень шумно, много людей, много непонятных вывесок, нет ни слова по-русски, просто не понимаю, что здесь происходит. А для нас это уже обычное дело, да? Вот кто часто приезжает, я думаю, также себя здесь чувствует спокойно, комфортно, приятно. Конечно, мы с вами еще пойдем по барам, по ресторанам, по торговым центрам, погуляем по Волкин-стрит, покажем ночную жизнь. Но это оставим для других дней, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки, если сегодняшний выпуск вам понравился, если оказался для вас полезным или хотя бы чуточку поднял вам настроение. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока.